Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 октября. Давайте с вами узнаем, что или кто появится неожиданно. Неожиданно, возможно, как новость, возможно, и как человек, или как возможность, мои дорогие тельцы. И первые три карты мы сделаем на колоде 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери, открыты или закрыты. Как открыть ее, да, и каков ключ. Потоковая информация, что вам нужно услышать, важно знать, принять во внимание, или просто даже сфера жизни, где будут происходить события основные с 10 по 20, чему уделить внимание. Давайте будем узнавать, мои дорогие. Итак, что же для тельцов как знаки судьбы? Первый знак судьбы, второй. Что или кто появится неожиданно, с чем это будет сопряжено? И на второй колоде у нас сегодня ведьмочки. Вот конкретнее спросим, так кто же или что же это будет как неожиданность для вас? Или, мои дорогие тельцы, это как возможность? А ведь правда, смотрите, по этой карте может даже человек вам написать, что я к тебе еду. Да, такое бывает. Или вы сами пишете человеку, хорошо, соглашаетесь, и я к тебе еду. Это может быть не обязательно вы поедете именно в эти 10 дней, но вы начнете туда собираться в какое-то направление, потому что есть в рыцаре Пентаклей некоторая неспешность, но зато надежность. Это ваша энергетика, поэтому вы будете в каком-то своем ритме. Это не будет для вас ритм, как, знаете, какая-то синкопа или то, что для вас не совсем привычно, а вот как-то размеренно, умеренно, может быть, и просчитано. Но, тем не менее, правда, неожиданности какие-то, может быть, неожиданные ваши решения, почему нет? Ну, давайте я сама все-таки достану эту карту. Кто или что для тельцов появится неожиданно с 10 по 20 октября? На пороге каких событий вы стоите? Или что это значит? Или что это, зачем это вам было нужно? И как это обернется, к чему все идет? И по основным сферам жизни, чего ждать? Любовь, личная жизнь, взаимоотношения, сфера, в целом взаимоотношений. Сфера финансов, тоже чего ждать по финансам. И ваши достижения, работа, бизнес, у кого-то документы, согласование, у кого-то и учеба. Итак, первая карта, первый знак судьбы, а ведь правда возможность. Да и выбор придется делать. Да и выбор-то непростой. Вот как-то так, с 10 по 20. Вы знаете, планетарно это такое может быть время, когда мы чего-то не можем отложить на потом. Как будто время пришло, время наступило, будущее наступило. Мы именно теперь, в моменте здесь и сейчас, должны с чем-то определяться. А выбор почему непростой? Вот эта карта очень наглядно нам обрисовывает. Ну, пусть не конкретно понятно, вот точно такое какое-то событие, но оно похоже энергетикой. Нам изображена на карте монахиня, и она открывает дверь на плащ младенца. И что она видит? Маленькая крошечка лежит среди холода и луж. И женщина обескуражена. Вот я надеюсь, лицо нам даже автор этой колоды прорисовал. И именно монахиню изобразил. Кто знает, ведь мы понимаем, что прежде чем человек примет монашеский постриг, какие-то жесткие перемены в его судьбе или ситуации очень тяжелые, сложные, когда он буквально отказывается, замыкается от внешнего мира. И кто знает, может быть, как раз монахиня и мечтала о надежной семье, о любимых людях, чтобы была семья и много детей, а вышло как-то наоборот. Та мечта, которая, может быть, была с юности, с детства, ну или далекая мечта, она вот теперь как будто ближе. Она теперь нам, как высшие силы, помогают, и то, о чем мы мечтали, нам дают. Но она к этому совершенно не готова. У нее другой жизненный уклад. Она уже себя вписала в совершенно другую парадигму жизни. А тут судьба дает выбор. С одной стороны мечта, с другой стороны все так неожиданно, все так как-то может быть и нелепо. Или я к этому не готов или не готова, а выбор нужно делать. Вот какой-то очень важный выбор
У кого-то иногда эта карта будет говорить, что долгое время была путаница, а вот теперь с 10 по 20 действительно время приходит. Может быть, это выбор на уровне ваших ощущений или решений, решимости одновременно. Но этот выбор сделать сложно. Но делать как будто необходимо. Итак, второй у нас знак судьбы. Карта рутины. Может быть, это вот от какой-то рутины вам придется уйти. Или вам придется действовать не так, как вам привычно, не так, вот где-то мы об этом и сказали, ведь восьмерка Пентаклей, с одной стороны, это карта рабочего человека. Может быть, вам придется корректировать даже график работы, будьте к этому готовы. Режим труда и отдыха, может быть, тоже. И тут как будто и работу нужно продолжить, вот понимаете, и принять какую-то новую возможность. Продолжай, или ты победишь. Или у тебя не хватит терпения, говорит карта. Двери, они хоть и закрыты, но они стеклянные. И ключевая персона – это тот мастер, который делает тату. И странное тату делает на спине у молодого человека, но как будто нам художник демонстрирует. Любое желание клиента – закон. Я просто выполняю свою работу, и долго я не заморачиваюсь, в принципе. Кто там что думал? Вот есть какая-то ваша работа, которую вам нужно, мои дорогие тельцы, выполнять отстраненно. А, видимо, включаться придется в какие-то иные вопросы. Поэтому и работу как будто сохраняем, и одновременно делаем какой-то важный выбор в вашей жизни. Может быть, вот именно две карты будут говорить, что вам придется менять вот этот самый график, стиль работы, метод работы, какой-то таймлайн вам придется пересмотреть. И это как знаки судьбы. Будьте к этому готовы. Действительно, время пришло. Тут как-то все быстро будет меняться. Тут у кого-то очень мало того, что серьезный выбор, а у кого-то два этих выбора из одного в другой. Вы можете куда-то засобираться, и вы окажетесь снова перед выбором в какой-то ситуации. У кого-то это будет соблюдено, знаете, как вот вы должны соблюсти какой-то регламент, с одной стороны, если по работе, и каким-то образом этот регламент вписать либо в вашу личную жизнь, либо в какие-то новые направления, все-таки новое направление мы выбираем, да? Но это может быть как и неожиданно, так и отчасти, ну, как-то спорно. Ведь старший аркан, кстати, влюбленная, нам говорит, что этот выбор сделать очень сложно. И влюбленная здесь про любовь. Или на уровне личной жизни. И не обязательно это вот именно будет с любимым человеком как-то сопряжено. Хотя чаще всего нам говорят об этом. Но здесь это могут быть и близкие вопросы семьи, детей, внуков, может быть, даже ваше ближайшее окружение, а у кого-то это сама по себе работа. Чем я буду дальше заниматься? Тем, что мне нравится, и какие-то есть еще планы на будущее. Может быть, вы много работали, вот, кстати, у кого-то так, и вам придется пересмотреть именно график работы, чтобы уйти от этой рутины, потому что накопился ворох каких-то задач, а все до этого руки не доходят. Тут у каждого свое. Но у кого-то один выбор, а у кого-то двое. Ладно, кто или что появится неожиданно? По четверке мечей то, что было на паузе, то, с чем вы простились. То, что вы, может быть, уже и отказались. То, что вам, возможно, казалось, этого не будет никогда, вот словно паутиной уже заросло. Или когда была пауза в каком-то деле. Мечи – это интеллект, мои дорогие. И если это, к примеру, касается личной жизни, значит, это тоже может быть связано с человеком, может быть, решением человека или вашим собственным. Мы ведь можем, ну, как бы погружаться вот в такое состояние, когда нам нужно что-то вот очень быстро и четко переосмыслить. Понимать, что что-то может и завершается, или нет смысла продолжать, но тогда какую стратегию, тактику мы избираем наперед. Мы не можем вот какое-то ожидание продолжать дальше. Вот что-то подобное, кто или что появится неожиданно. И поэтому у кого-то это может быть действительно как человек, который как из прошлого. Вполне вероятно, вы уже о нем забыли. Вот у кого-то такое может быть. А может быть, это у кого-то мечи, если мы говорим интеллект. Или иногда это какие-то согласования, документы, получение важных бумаг. Может быть, по части недвижимости, по части вашего дома. В
центре ведь всего октября и ноября у нас лежат вопросы нашего благополучия. Дом, финансы, личная жизнь. Вот это центр наших интересов. Поэтому у кого-то то, что стояло на паузе, в том или ином эквиваленте, мои дорогие. Здесь как новая какая-то возможность у вас, но мы не можем, с одной стороны, идти в конфронтацию. По этой карте мы всегда складываем оружие. И значит, это возможность, когда вам с кем-то или с чем-то придется правильно взаимодействовать. У кого-то это может быть буквально как подняться и отправиться куда-то и съездить, подать документы или уточнить некоторые моменты, как работает в отношении вас закон, или оформить какие-то документы тоже нужно. Вот есть какой-то интерес ваш, который должен быть еще и одновременно с позицией бумаг, документов, мне так больше кажется, либо оформлен, либо вами уточнен. Но опять же, то, с чем вы могли проститься, здесь действительно может появиться неожиданно. Хорошо, так на пороге тогда каких событий вы стоите? Зачем это все нужно? Еще одна карта ностальгии, которая четко говорит о том, что вам хорошо известно. И опять же, двое нам и шестерка кубков вообще, это вас что-то будет радовать, вам будет это приятно. Может быть, и есть еще некоторая путаница. Может быть, и есть те вопросы, которые нужно, ну, все-таки продолжить, правда? Потому что эта карта как и рутина, так и работы, мы не можем от этого отказаться. Нам нужно это как-то вот все вместе соединить или соединить в одном дне сразу несколько графиков вам придется, да? Может быть, и много работать, много перемещаться, какая-то активность от вас явно потребуется. Но опять же, тут действительно, либо это связано с человеком, либо какая-то история, которая с прошлого. Она вам возвращается буквально на порог. Ладно, давайте третью карту откроем. А к чему это все идет? Как это все обернется? Вот смотрите, вот тут интереснее. По семерке мечей мы знаем, что иногда эту карту называют карта вора, хоть нигде это не прописано ни в одной колоде, но тем не менее хитрики какие-то по ней идут. И есть и другое значение – забрать свое. Здесь вам, мои дорогие, придется держать эмоциональное равновесие, не быть открытой книгой для окружающих. И, скорее всего, вот этот выбор сложно сделать. Здесь забрать свое есть такое значение. И поэтому вам вот все то, что я говорила, это какой-то момент с 10 по 20 забрать свое. Но вы можете быть как на грани. Брать или не брать, соглашаться или нет, участвовать в чем-то или нет. Этот выбор не будет для вас простым, мои дорогие. Вы что-то явно будете просчитывать. Может быть, у кого-то и финансовая ситуация. Но я могу, знаете, предположить, все же две карты мечевые. И здесь у нас тоже, да, с этого началось. Это сложный выбор, когда холодная голова вам помогает. Здесь нельзя себя обесточить никак. Вот, кстати, на дне колоды королевы Пентаклей. Это вы сами. И не важно, что меня смотрят мужчины. Мы смотрим архетип этой карты. Это персона, которая умеет из любого хаоса, неразберихи отстроить какой-то порядок, правильно организовать свою жизнь. Вот где-то вам и придется и организовывать, адаптироваться, может быть, что-то и прояснять, куда-то отправляться. Вроде как и нужно забрать свое что-то, да? Или преследовать какие-то свои интересы. Но как-то взаимодействовать либо с новостью, либо с людьми, либо с возможностями в каком-то совершенно новом ключе. И этот выбор может быть для вас сложен, но для вас нет ничего невозможного. Если королева Пентаклей, она надеется на себя. И если вы надеетесь на себя, вы люди надежные, сильные, вы трудолюбивые очень. Но вот, видимо, у вас может быть такой непростой период жизни, когда вам вроде судьба какие-то посылает возможности – но сложновато вписать как и в график вашей жизни, так и может быть и это неожиданно тоже. Я хочу достать еще одну карту. К чему все идет? Ну как это вот дело обернется? Что это тут у вас за выборы в конечном-то итоге? Если мы ту карту соберем, вернее, примем во внимание королевы Пентаклей, здесь король Пентаклей. Тут явно какое-то взаимодействие. Либо это взаимодействие, сотрудничество по работе, или
Некоторые ситуации у кого-то могут быть связаны с личной жизнью, вопросы наследства или финансовая тема, мои дорогие, когда в центре внимания деньги и не только вы. Неважно, тут вот у нас пара выпала, имеется в виду, может быть, ваш близкий человек, может быть, это кто-то из родственников, возможно, это кто-то из друзей или иные контактные лица. Кстати, октябрь и ноябрь– это те месяцы, когда нам нужно строить правильные социальные связи. И, возможно, у кого-то из вас именно это будет связано как через социальные какие-то связи. Вот все то, что я говорила. И взаимодействие, оно должно быть продолжено. Для вас действительно какая-то вроде и возможность или словно лазейка открывается, но замечтаться нельзя ни разу. А может быть, вам и придется и юридические какие-то документы изучать или понимать, как в отношении вас работает закон. Может быть, и отправиться на какие-то переговоры важные. Может быть, и взаимодействовать с кем-то из тех или из того круга лиц, кого вы хорошо знаете. Но и денежный интерес, он как будто тоже присутствует. Поэтому просчитаться нам никак нельзя. Но, по сути, опять же ваша карта выпадает. А это большой консерватор, король Пентаклей. И поэтому ваша надежность, мои дорогие, как и в вас самих, может быть, тут такие вопросы будут к вам направлены, как и люди, так и сама тема вопроса. Потому что знают, что вы люди надежные. Если телец дал слово, ну, в доску расшибется, но он будет стараться вот то, что он обещал, уже выполнить. Вот кто-то может на это рассчитывать. Но вам-то нельзя замечтаться или не дать, может быть, себя, словно, знаете, ну, так затуманить нам мозг, именно усыпляя нашу бдительность. Нет, считать вот конкретно деньги придется. Мне такое впечатление, мои дорогие. Или что-то просчитывать наперед. Ладно, чего ждать? Любовь и личная жизнь. Ну, правда, вопросы семьи, вопросы пары, друзья. Или контакты с родственниками, ваша недвижимость. Или куда вы собираетесь переезжать. Или, может быть, не переезжаете, а что-то оформляете, делаете ремонт. Вот и деньги-то сами по себе по максимуму шикарная карта. Это то, что вы любите. И это на личную жизнь. И стало быть, у кого-то тут и вопросы любви могут проиграться, а у кого-то это материальное обеспечение вашей семьи. Но, опять же, ресурсность есть. Может быть, это что-то даже по работе, какой-то такой момент выбора будет. Или когда вы будете искать вторичный доход. Вот я тоже могу такое предположить. И тут и вроде как это сделать необходимо, да, по семерке мечей. Но и соблюсти какие-то свои интересы тоже нужно. Но в плане ресурсности эта карта, как будто вы можете остаться довольным. Но выбор это как основа всего или начало начал с 10 по 20. Чего ждать в финансах? Ух ты, император. Для людей семейных это иногда, ну, иногда говорит о вашем партнере, например, да, может быть такое, если человек достаточно ресурсен. Иногда это, иногда и сложности, правда, когда, пусть это наш близкий человек, но по императору мы ведь хоть и в шутку, но иногда говорим с вами, есть два мнения, мое и неправильное. Вот могут быть какие-то прения, да, с вами могут спорить, поэтому именно по финансам будьте к этому готовы. Но, с другой стороны, ведь это карта власти, поэтому на финансы она нам говорит, делай все, телец, по закону. Все просчитывай, опять же, добавляя где-то карту, смысл карты король Пентаклей. Консерватизм какой-то проходит. Это и система иерархии, или, может быть, это и ваша ресурсность, опять же, нам говорит карта. Но, может быть, и придется корректировать планы, как мудрому императору, да, мы не влияем на людей, мы всегда говорим и не влияем на обстоятельства. Но вы-то сейчас ресурсны, поэтому тут и о себе нельзя забыть, мои дорогие, по части финансов. Но, может быть, и упустить какой-то момент, правильно оформить какие-то важные документы, которые для вас могут означать какую-то стратегию, тактику или даже новый статус по работе, мои дорогие. Это у вас, по сути дела, вот такие ресурсы тоже. Ну и вы можете по финансам контактировать. Кто-то с банками или с какими-то влиятельными людьми. Может быть, руководителями разговоры какие-то важные, откровенные, да?
И если вы хотите, к примеру, взять подработку или, ну, что-то вы будете обсуждать, тогда правильно построенный диалог. Вот. Тогда примите во внимание, как будто и вроде как согласиться на что-то нужно, но и не без оглядки мы соглашаемся. Мы себя должны тоже сохранять, да? Забрать как будто свое. Ну, вот такой вопрос вибрирующий, будем говорить, на грани и финансов, и соглашений каких-то, или контрактов, или взаимодействия с официальными людьми, или теми персонами, которые, ну, на немножко другой лестнице, может быть, иерархии стоят, чем вы. Ну, отличаются от вас люди. Но и вы-то сами тоже практически где-то в таком ресурсном состоянии. На вас люди смотрят, мои дорогие, потому что вас видят тоже ресурсного человека, повторяюсь. Ладно, сфера ваших достижений. Ну, вот все то, что я сказала. Здесь нужно поступать по закону. И правда, по правосудию у кого-то юридические вопросы, может быть, вы будете узнавать, как в отношении вас работает закон, или как вам нужно правильно оформить какой-то документ, или именно с оформлением документов будет связано ваше перемещение, может быть, потому что вам нужно что-то прояснить. Вполне вероятно, карта еще нам говорит, у тебя телец, вот не только в финансах должен быть порядок, а еще и в бумагах. Как будто не должно быть того, когда вы взяли на себя обязательства или понадеялись на авось. Ну, вы люди сильные, можно подумать, что ну я там завтра, я как-то разберусь, я решу этот вопрос. Нет. Здесь и в бумагах, как будто комар не должен носа подточить. Все вы должны четко понимать, что вы подписали. У кого есть, может быть, личные печати, ну или пусть это не личное, а именно вы, как руководитель, ставите на бумагу эту печать. Вы должны понимать, когда вы делаете, зачем полная осознанность и внимание к деталям. И вот если у вас все по закону пляшет, то тогда и вы спите спокойно. У кого-то это может быть связано действительно с возвратом прежней ситуации, когда вы поставили в этом. Но если не точку, может быть, и была какая-то несправедливость, кстати, в отношении вас. И всегда ведь это карта кармы, причина и следствие. Так вот, возможность, она может вам вернуться. Это может касаться именно просто даже документа. Вам это может показаться странным, потому что, вот посмотрите, на карте как будто наша девушка в полном покое. Она дает и приводит мысли в порядок, и телу дает отдых. Но, может быть, нам так вот немножко автор колоды говорит, что затянулось ожидание, буквально паутина в углу. Мы, может быть, и подзастряли, правда, в какой-то теме, а придется делать выбор. Но для вас этот выбор все равно с новым качеством жизни, с какой-то, может быть, и трансформацией. Не без этого, мои дорогие. Но то, что принадлежит вам, именно вам, то, что служит прогрессу на какой-то последующий период, никак нельзя отказаться. Как будто нужно брать, но, может быть, тема сама-то по себе сложная к решению, которая для кого-то потребует именно консультации юриста, специалиста какого-то или адвоката. Этого я тоже не исключаю. Смотрите, но это все для блага. 2 старших аркана. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео и пишете мне искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.